Главное не опоздать. Анастасия неслась по перрону, как спринтер в олимпийском забеге. Опять она не рассчитала время. Вечная ее беда, еще с детства. Всюду опаздывает и ничего с этим поделать не может. Сегодня Анастасия ехала к подруге на свадьбу, в другой город. Катька, с которой они много лет дружили, выдавала замуж единственную дочь. А Настя, к тому же, была еще и крестной матерью невесты. Вроде и рассчитала время до поезда, и все делала быстро, но все равно опоздала, такси подвело. Анастасия забежала в купе, волоча за собой сумки с гостинцами, и выдохнула. Все, успела. Там уже сидела ее попутчица, милая женщина за 60. Она, понимающе, улыбнулась Насте и поздоровалась. Фу, запыхалась. Обмахиваясь газетой со сканвордами, купленной специально к поездке, выпалила Настя. «Ох, молодежь, вечно вы куда-то торопитесь, а все равно не успеваете», — с улыбкой произнесла попутчица. «Будем знакомы, я Любовь Михайловна». «А я Анастасия. Очень приятно». Настя переоделась в спортивный костюм, отдышалась и приготовилась к длинной приятной поездке. Дорогу она любила. «В гости или домой?» — поинтересовалась соседка по купе. «В гости, к подруге своей, а заодно и на свадьбу». «Это хорошо, а я наоборот, домой еду, к дочери в гости приезжала». Любовь Михайловна оказалась очень общительной женщиной. Она с удовольствием поведала Насте о своих детях и муже. «С мужем мне повезло. Коленька у меня заботливый, незлобливый и в общении простой. Сейчас вот приеду, а он на перроне будет стоять и ждать меня с цветами и теплой курточкой». «Это в такую-то жару?» — улыбнулась Настя. «Да, а вдруг его Любочке холодно станет?» «Нет, я на него не обижаюсь. Мне его забота не в тягость. Столько лет в любви и радости прожить с человеком – это огромное счастье. Мы ведь в прошлом году уже рубиновый юбилей свадьбы отметили». «Да, так-то вот», – похвалилась Любовь Михайловна. «Поздравляю. И это действительно достойная дата. А мы с моим Димой только 20 лет прожили. Но тоже пожаловаться на него не могу. Хороший у меня муж». В тон ей ответила Настя. «А детки у вас есть?» «Есть. Сын Александр. В институт поступил в этом году. Авиаконструктором мечтает стать». Не без гордости произнесла Анастасия. «А у нас с Колей двое. Сын и дочь. Да 4 внуков. Богатые мы», — гордо произнесла попутчица. «Сын Миша с нами рядом живет. Жена у него и деток 3. А дочка Арина, вот, в ваш город, как уехала учиться после школы, так и осталась здесь». «А у дочери семья, дети есть?» — спросила Настя только лишь для того, чтобы поддержать разговор. Если честно, ей было все это не очень интересно. Не особо она любила чужие истории слушать. Тем более, когда людей совсем не знаешь. Но в дороге это первое дело – слушать да рассказывать. Тем еще заниматься-то. «У Арины дочка есть, 7 лет Агате, кровиночки нашей». «Имя какое редкое, наверное, в честь кого-то назвали?» – поинтересовалась Настя. «Да, бабка моя была Агата, долго прожила, до 100 лет. Я ее помню, мудрая женщина была». «У Ариши моей детей долго не было, а тут такое счастье привалило. Она ведь уже после 30 матерью-то стала. Мы уж и надежду потеряли». «Что-то со здоровьем было?» – участливо спросила Настя. «Да я уж теперь и не знаю, что там было. Она замуж рано вышла, в 20. Муж был, Толик. Серьезный такой мужчина.
Не пил, не курил. Квартирка у него своя была, от родителей досталась. А вот дети у них не получались. Ходили они с Ариной по врачам, лечились. Да только толку не было никакого. И он тогда решил, что это Арина во всем виновата, что это она не может быть матерью, хотя врачи никакой патологии у нее не находили. Так и говорили: «Все у вас хорошо, ждите». И что дальше? Уже заинтересовалась Настя. А дальше они разошлись. После 8 лет брака. Арина тогда тяжело переживала этот развод, девочка моя. А Толик тут же женился. И вы знаете, у него родился ребенок, мальчик. Арина, узнав об этом, очень расстроилась. Она решила, что все-таки бесплодна. Просто врачи не могут найти причину. А потом она опять вышла замуж и родила? Настя видела, что Любовь Михайловну очень взволновали эти воспоминания. Нет, не так. Все было не так. Арина тогда решила для себя, что замуж больше не пойдет. Зачем обнадеживать и расстраивать еще одного мужчину, считала она. Но ведь она родила, значит, мужчину своего встретила? Да, родила. Да только мужчина тот, отец Агаты, женат. И семью свою бросать не собирается. И дочку на себя не записал. Помогать помогает, не могу пожаловаться. Но на этом и все. Ну и ладно. Главное, это ребенок, здоровый и счастливый. И мама рядом с ним тоже. Подбадривающе произнесла Настя. Выходит, не было у вашей дочери никакого бесплодия? Выходит так. Просто они с Толиком не подходили друг другу на энергетическом или биологическом уровне. Так бывает, я читала. Повисла пауза. Обе женщины молчали. Каждая думала о своем. А вы знаете, я сейчас вам покажу фотки. У меня же есть. Свеженьких набрала у дочки. И дочь покажу вам, и внучку, Агату. А давайте. Загорелась Настя. С фотографией на нее смотрела милая девочка с большими голубыми глазами. Она была одна или вместе с мамой. Снимков было много. Настя отметила, что и дочь, и внучка очень похожи на Любовь Михайловну. А вот это и есть отец Агаты. Редкая фотография, где они все вместе, втроем. Анастасия взяла в руки снимок, где счастливые родители держали за руки свою дочь. Все трое весело смеялись. У Насти потемнело в глазах. Этого не может быть. Это ошибка. Она почувствовала, как ухнуло сердце, и на несколько секунд потемнело в глазах. А в ушах появился звон неведомых колоколов, звонивших сейчас реквием по ее счастливой семейной жизни. «Любовь Михайловна, а кто на этой фотографии?» — спросила она непослушными губами у женщины, с которой вместе в купе ехала в соседний город. «Это возлюбленный моей дочери, Митя, и их доченька, моя внучка», — просто ответила женщина. «Они так любят друг друга. Это такое счастье, что моя дочь наконец-то стала матерью. Спасибо, Митя». А Настя потеряла дар речи. С фотографией совершенно посторонней женщины, на нее, улыбаясь, смотрел ее муж, Дмитрий, с которым Настя прожила 20 лет. Она сделала несколько вдохов и выдохов. Сердце стало биться ровнее. Звон в ушах постепенно пропал. И Настя услышала, как Любовь Михайловна продолжает ей что-то рассказывать. Слава Богу, она ничего не заметила, хотя и спросила. «Настенька, вы хорошо себя чувствуете? Что-то вы побледнели. Может, душно в купе? Если надо,
У меня валидол есть». «Нет, спасибо. Ничего не нужно. Сейчас станет полегче». Они на конференции какой-то познакомились. Ариша и Митя. Она же у нас в университете преподает. И Митя тоже в этой же области где-то работает. Вот там они и встретились. Стали общаться. Хотя Арина была против. Не в ее это правилах с семейным встречаться. «Хорошая у вас дочь, правильная», — тихо проговорила Настя непослушными губами. «Да, она у нас слишком правильная. Сейчас таких не жалуют. Ну так вот, я продолжу. Когда Арина поняла, что ждет ребенка, то решила Мите ничего не говорить, просто порвать с ним и все. Но он был очень настойчив. Знаете, постоянно приезжал к ней домой и на работу, а потом уже сам увидел, что она в положении. Он тогда сказал ей, что очень рад этому ребенку, но семья для него тоже очень важна. Сын его тогда подростком был. Такой сложный период. Митя попросил Арину дать ему возможность быть рядом с ней и дочкой. Ясно, это правильно. Отец должен принимать участие в воспитании ребенка. Все верно. Еле слышно проговорила Настя. «Нет, вам все-таки нехорошо. Может, вы приляжете?» Забеспокоилась Любовь Михайловна. «Да, прилягу, конечно». Анастасия отвернулась к стенке. Ей было очень плохо. Хотелось плакать, но слез не было. Была лишь жгучая боль где-то под ложечкой, глубоко внутри. Все, что она считала незыблемым в своей жизни, сейчас разрушилось, как карточный домик. Дима ей изменяет. Более того, он воспитывает на стороне дочь. Это признать было невозможно, нереально, нельзя. Как же так? А она, Настя, его жена, а сын Саша, мы что, не в счет? Думала она. Нет, в счет. Он сказал этой неведомой Арине, что семья для него важна. Странная позиция. Прощаясь со своей попутчицей, Настя попросила у нее адрес Арины. «Так много хорошего услышала о вашей дочери. Живем в одном городе. Отчего же не познакомиться? Может, и общаться будем». Пряча глаза, сказала она. «Дам, Настенька. Сейчас напишу адрес». Настя стояла в незнакомом дворе и наблюдала из-за деревьев, как нежно обнимает женщину с фотографией ее муж Дима, как радуется прелестная девочка с большими голубыми глазами встрече со своим папой, которого видит редко. Девочка не виновата, она просто очень любит отца. Насте хорошо было видно, как счастлив сам Дима. Она уже и забыла, когда его таким счастливым видела в последний раз. Решение пришло само собой. Оно было таким простым и ясным, что не вызвало никаких сомнений в ее душе. Невозможно быть счастливым подолгу, по обязанности. Счастье или есть, или его нет. А долг и семья – это уже другое. Вечером Анастасия сказала мужу, что подает на развод. Сын уже взрослый, скоро сам женится. Она тоже еще достаточно молодая женщина. И кто знает, может, повезет еще устроить свою судьбу. Но во лжи и предательстве больше жить не желает. Ради чего вся эта ложь? Скажи мне, если где-то страдает без тебя твоя маленькая дочь? Дмитрий и Анастасия разошлись. Он оформил брак с Ариной и официально признал Агату своей дочерью. Анастасия пока живет одна, но в последнее время к ней несколько раз приезжал в гости очень интересный мужчина, вдовец, с которым она познакомилась на свадьбе у крестницы.
Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.